общем, достал я свою старую рулевую рейку. И хочу ее отдефектовать. Вот, зажал ее в тиски. Сейчас сниму пыльник этот, потом этот. Это все освобожу и вытащу вал и посмотрю, что со втулкой произошло и какие запчасти необходимы для ремонта и вообще выработку вала, ржавый он, нет. Надо снять вот эти самозажимные хомуты. Но в процессе съемки телефон все никак я не возьму этот штатив. Он у меня где-то есть, но я не помню где. В общем, в процессе съемки телефон наклонился. Значит, что я сделал? Я освободил хомут самозажимной, разжал этот хомут, стянул пыльник и сейчас попытаюсь тягу открутить. Взял разводной ключ. И получится разводным, другой инструмент возьму. Телефон периодически падает. В общем, рейки 12 лет. Освободил я одну сторону, сейчас освобожу вторую. Метки выставлены. Вот желтая. Ну это не особо мне сейчас пока нужно. И снимаем пыльник. Так, тут он поддался, конечно, вообще на то. Ну, надо снять. Подбить туда тяжело. Больше вот туда сдвинуть. Благо есть куда двигаться. Так, рейка убегает от меня. Это соломин, боюсь повредить его. Теперь он должен поддаться. На 32 не налазит. Вот есть на 36. О, не, 34 надо.
водоразводным. Делаю это первый раз, поэтому будет медленно и печально. Но вал уже я вижу, что он в очень хорошем состоянии. Так, в общем, оказалось, что я немножко тупил. Я пытался ее закрутить, а не открутить. Срывается она легко, значит, закручивается она в рулевую рейку. И вот я сейчас ее сниму. Все, снял. Тяги мы посмотрим. Смазка есть. В принципе, можно вал вытащить весь сюда. Можно эту снять. Наверное, сниму для удобства, а потом накручу. Так, против часовой. Эту от себя. Вот и все. Так. Солнце светит, ни хрена не видно. Надо снять вот это стопорное колечко. Оно запрессовано. Так, телефон падает, пока выключим. Ключа на 40 у меня не оказалось. Я взял ключ Бако. По-моему, 3-й номер. Вот такой. Им сорвал. И хочу глянуть, что там происходит во внутренностях. Подшипник. Подшипник сидит хорошо. Смазка есть. Смазка хоть и старая. В общем, забью. Потом туда новую смазку. Старую сниму, отвертка поверх просто новую. Там все нормально. Теперь надо расконтрагаить. Люди как-то зубилом забивают, но тут намеченная есть. Вот она, вроде как метка. Вроде как это надо расконтрагаить, а потом это регулировать внутренним. Сейчас попробую расконтрагаю. Вот так, да. Главное не прихватить корпус, иначе не пойдет дело. Нет.
корпус собираюсь. Ключом, конечно, было милое дело, но ключа нема. Или сейчас полезу в сарай рыться, искать что-либо на 40. Ура! Не, это не отметка была, это просто тень. Надо ВДшечку взять и побрызгать. Взял силиконовую смазку. Жарко сегодня. Время 7 часов где-то. Погода как в пустыне. Так. Выкручивается. Вот. Не знаю, что там внутри, поэтому медленно, чтобы если там какие-то пружинки, шмружинки, все это не разлетелось. Нет, там ничего нет такого. Состояние там жопа называется состояние. Пружина есть. Но смазки там давно нет. Там какая-то жижа непонятного цвета. Сейчас мы все это удалим. В общем, сюда надо лить литол по-любому. Потому что то, что тут было, оно превратилось в воду. И хорошо, что рейка вверх, ну, не окислилась, но все в таком состоянии неприглядном. Надо как следует все вычистить. Сейчас покажу. Вот. Ну, было хуже, была жидкость вот так залита. Вот такое вот непонятное. Короче, тянуть можно там от балды. Сейчас тогда что, разберу это. Это я зря делал. Ну как зря. Вычищу и смазку добавлю. А потом сниму, если получится. А не получится, просто сниму втулку. И все. Вал все равно не ржавый. Че им любоваться. В общем, вытащил я эту червячную эту. Ну, смазку тут по-любому менять надо. Состояние там, ну, плохим, если назвать это так мягко. В общем, вытащу вал, поменяю смазку и гляну, что с этим, со втулочкой здесь. Если она совсем, ну, она по-любому совсем беда, печаль, то я соберу вот эту часть, а под втулку оставлю на потом. Снял я вал. Вот. Это от втулки. Выработка. Ржавчина, в общем, влага попадала. Вот эти микроскопические. Взял преобразователь, нанес вот здесь. И взял наждачку. 2,5 тысячи. И ей начал зашлифовывать. И несколько движений, и эта ржа уходит. Просто от нее надо избавиться, чтобы она не прогрессировала. На проточку я отдавать не хочу, и на шлифовку тоже. Я не вижу в этом смысла, потому что она счищается преобразователем. И вот несколько раз
шлифануть наждачкой. А дальше я тут нанесу обильно смазку. И все. Очистил я вал. Преобразователь ржавчины сильно погода не играет. Вот. А вот бумага 2500. Как бы она хорошо. По следам я понял, что втулка касается 3 точками обвал, потому что борозды были вот в 3 местах. Сейчас я очищу внутренность. Больше я вал шлифовать не буду. Не носил я его ни на проточку, никуда, ни на шлифовку, сам руками. Вот вдоль его действия. Как он ходил вдоль, так и я его и шлифовал. 2500 как бы хорошо справилась. Там солнце, я закрою. Но от солнца никуда не деться, потому что у нас такая погода. Внутренности как раз вот на солнышко. Вот эту смазку старую надо удалить. Все загрязнения это выработки от втулки, которая на краю. И то, что смазка пришла в негодность. Вот лет 6 надо, я так понял, снимать и чистить это все дело. Потому что за 12 лет смазка стала не ахти. В общем, почистил я все. Сейчас на солнышко наведем. А так ничего не видно. Ну вот так. Вот так. И там внутри не до конца, ну это несущественно, новая смазка поможет. Регулировочный я не стал ничего там вставлять. Принцип у него какой: когда вал вы смазываете, этот регулировочный, он может вал поджимать за счет пружинки вот этой. И в нем отверстие, чтобы лишняя смазка, когда вы поджимаете, эта лишняя смазка выходит сюда, вовнутрь. Ну, как бы вся технология. Вот. И засада заключается в, как бы, все можно сделать без особого инструмента. Но вот выкручивал я ее с помощью бако, а закрутить не получится, потому что просто накручивается на регулировочный вот этот болт. То я сделал когда-то, головка от болта на 22 приварила такую штуку. И вот с помощью нее как бы получился спецключ. И вот с помощью него проблема исчезает. То есть если у вас такой головы на 22 нет, то руками будет проблематично закрутить. А вот спецключиком очень даже легко и просто. Часть первой видеосъемки про ремонт рулевой рейки на Kia Rio 2. В общем, подошел к концу. Снял я фиксатор, который поддавливает рейку, чтобы она там особо не болталась. Вот почему она постукивала посередине. Потому что вот эти колечки резиновые, они умерли. Вот. Грохот стоял, как будто в этом червячная передача долбила. Но нет, это долбило вот разбитые кольца. Я когда вытаскивал, вот они от времени рассыпались. Сейчас пойду в магазин для Лады. Если там что-нибудь будет. Если не будет, тогда придется заказывать на этих торговых площадках и ждать, пока придет. Втулка, которая справа, она стерлась. Ну, там 3 выступа было. От них не осталось ровным счетом вообще ничего. Просто труба и все. Поэтому, ну, все равно первоначально это вот сальнички нужны. Сейчас пойду узнаю, есть ли в продаже. И
буду втулку доставать. И потом этот весь набор уберу, и как все придет, соберу и снова сниму. В общем, втулка тоже я ее деформировал, когда снимал, но она гладкая абсолютно внутри. То есть она тоже уже не выполняла свои функции. Но причина стука была все-таки в том, что сальники на доводчике, они сдохли. Вот. Все оставил в таком наборе. Пойду искать сальники и заказывать втулку.